Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светлана Лосева, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой очень милый, очаровательный, веселенький джемперочек несложным узором. Приближаю вам. Здесь используются интересные переплетения, косички, совершенно несложные. В целом очень такой позитивный вариант вязки. Очень такой красивый джемперочек получается. Видите, рукавчик у него широкий внизу, епископ его называют. Вот. Свободный очень крой и очень такой он весь довольно-таки, можно даже его назвать нарядным, да, в таком интересном нарядном стиле. Его можно носить на любой возраст, на любой размер, такой джемперочек свободник. Это очень модный, это новинка от бренда Shein, продается в свободном доступе. Мы будем его вязать спицами, потому что я узор нарисовала, и мы его свяжем, и у нас еще лучше получится. И пряжа будет шикарнейшая. Здесь вот его продают в акриле, а у нас будет более интересная пряжа, бюджетная тоже. Так, ну давайте посмотрим, как вам предлагают его носить. Его можно носить по-современному, вот таким вот образом, да, как молодежь сейчас любит носить. Вот таким образом его можно носить, да. А можно, если вы более такого классического стиля, да, то на выпуск, да. Вот так вот любят сейчас. Это стало очень модно. Все вот эти вот большие широкие рукава, широкие детали, очень сейчас популярны, модны. Конечно, вы можете его как классический вариант связать, рукав сакатом, да, то есть, пожалуйста, пожалуйста, применяйте узор, как вам будет угодно. Я буду сегодня составлять описание на несколько размеров, с 42 по 52 рассмотрим сегодня с вами вязание этого прекрасного, красивого джемпера, очень оригинального. Но я просто в восторге, девочки, сейчас приблизила. Так красиво получается. Узор действительно интересный, очень интересный узор. Так, ну и все, кто со мной согласен, все, кого также вдохновила эта новинка от брендовая новинка, давайте с вами сегодня у нас выбор пряжи, спиц, мы с вами вяжем образец узора, определяем плотность, составляем описание. Вот, описание в текстовом варианте также будет выложено под видео. Итак, всем, кому модель нравится, остаемся со мной на канале и смотрим продолжение мастер-класса. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Итак, девочки, у меня получился вот такой образец для вязания. Я использовала пряжу Alize Lana Cotton. Цвет у меня вот 67, 50 грамм 160 метров, состав 26% шерсть, 26% хлопок и остальное акрил. Это очень приятная пряжа, это турецкого производства, хорошего качества. Давно я из нее, в общем-то, она очень дешевая, очень бюджетная, хорошего качества, мягенькая, ну, одно удовольствие. У нее очень приятная такая фактура, вы видите, да? Она хорошо скручена, но мне очень она нравится, такая плотненькая, хорошенькая, средней толщины. Спицы используем 3,5. Вот так выглядит наш с вами узорчик. Я связала здесь, получается, почти 3 раппорта. Вот этой большой косы, маленькие вот эти 2 косички. Сейчас давайте посмотрим схему. Она несложная, очень веселый, такой позитивненький узорчик. Вяжется несложно.
И узор у нас выглядит вот таким образом. Здесь два у нас узора. Один 13 петель составляет в ширину. Вот эта вот коса большая. И маленькая коса составляет 4 петли в ширину. Между ними 2 изнаночные. Условные обозначения здесь очень такие доступные, понятные. Горизонтальная черточка – это изнаночная, вертикальная черточка – это лицевая петля. Вот эти вот знаки обозначают перекрещивание 6 петель направо и зеркально 6 петель налево. А вот эти вот – это 4 петли мы перекрещиваем направо. Так, раппорт узора вот этого на 13 петлях составляет у нас 12 рядов. И раппорт маленькой косы на 4 петлях составляет 8 рядов. Ну, в общем-то, все здесь понятно, да? Давайте посмотрим выкройку. Выкройка. Ну, вот такую выкройку я нашла. Ну что здесь у нас спинка и перед вяжутся одинаково, отличается вырезом горловины. У спинки он, конечно, поменьше. Более глубокий это у переда. Рукав у нас сразу от резинки идет очень такой свободный. Вот, то есть в 2 раза прибавляем петли и вяжем узором. Ну, все, собственно, все более детально будем сегодня обсуждать после того, как свяжем образец. Там я и про размеры скажу, сколько петель набираем и как узор располагаем. Все будет там. Общая длина изделия у меня принята 56,5 сантиметров. Вот, то есть это такая усредненная величина. Ничего я сегодня не сказала в своих рассуждениях, в своих описаниях, в своих расчетной части про вертикальную плотность забыла. И сейчас я вам напомню про нее. Вот такое описание у нас всегда появляется под видео. Я его составляю сегодня для 42, 44, 46, 48, 50, 52 размеров. Вот. Как вот эти петли мы посчитали, откуда они взялись, какая ширина спинки, переда, все будет сегодня разобрано после того, как свяжем образец и посчитаем плотность узора. Вот. И там я вам схематично рисую, как мы распределяем петли на тот или иной размер. Вот. И вот смотрите, вот такая особенность. У меня всегда все сантиметры переводятся в ряды. Для чего я это делаю? И это делается для того, чтобы после стирки ваше изделие не вытянулось и не стало более длинным, чем вы планировали, девочки. Надо вязать, соблюдая правильную технологию вязания. Конечно, здесь, возможно, появятся ваши размеры, да, то есть вы под себя откорректируете, рост у нас у всех разный. Вы можете скорректировать любую конструкцию своего джемпера, как вы его представляете. То есть вы можете сделать его классикой с рукавом, с проймой, с закатом рукав, да, то есть можете хоть регланом, хоть как связать. Вот, я предлагаю то, что мы видим с вами, в принципе, на картинке, да. То есть я предлагаю как вязать как по оригиналу. Вот. Все это вот это описание вы можете почитать под видео. Кому интересно, кому оно будет нужно. Так, ну а сейчас приступаем к вязанию образца. Итак, для вязания образца я набрала 31 петлю. Спицы 3,5 у нас. Смотрите, девочки, у нас идет с вами вот такое распределение узоров. Значит, начинаем кромочная, 2 изнаночные, 4 петли вот этой косы маленькой, 2 изнаночные, по центру идет у нас вот эта большая коса на 13 петлях и далее зеркально. То есть сейчас мы вяжем такой образец. Нам надо посчитать плотность, потренироваться вязать узор. Вот я его только что нарисовала, этот узорчик, и мы сейчас его будем опробовать. Что должно получиться, увидим в конце. Итак, первый ряд вяжем с вами следующим образом. Кромочная у нас первая снимаем или вяжем лицевой в первом ряду. Затем вяжем 2 изнаночные. 1, 2. Затем вяжем 4 лицевые. 1, 2,
3, 4. Затем опять 2 изнаночные промежуточные и раппорт на 13 петлях. Вяжем следующим образом: 3 лицевые, затем вяжем 7 петель путанки. Начинаем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так, 7 должно быть, посчитаем. Давайте. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть вот это изнаночное заканчиваем и еще 3 лицевые вяжем. 1, 2, 3. И затем у нас 2 изнаночные вяжутся. 1, 2, 4 лицевые. Наша косица еще одна будет. 1, 2, 3, 4. И 2 изнаночные. Кромочные тоже свяжем изнаночные. Все четные ряды переворачиваем, мы будем вязать, как смотрят петли. Третий ряд узора. Вяжем. Начинаем опять 2 изнаночные, коса на 4 лицевых, просто 4 лицевые в этом ряду. Опять 2 изнаночные. Теперь идет коса у нас на 13 петлях. Вяжем 3 лицевые. Затем идет путанка, меняется местами. То есть там, где изнаночная, вяжется лицевая, там, где лицевая, вяжется изнаночная. Опять лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Все. И дальше опять 3 лицевые. Связали 13 петель косы. Дальше промежуточные 2 изнаночные. Коса на 4 петлях, вяжем 4 лицевые в этом ряду. И еще 2 изнаночные остались. Кромочная и изнаночная. Так. 4 ряд, как всегда, вяжем, как смотрят петли. 5 ряд. Вяжем 2 изнаночные. В косе 4 лицевые. Снова 2 изнаночные. Коса у нас идет на 13 петлях. Вяжем 3 лицевые. Затем путанка. 7 петель. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И 3 лицевые. Связали раппорт. Дальше идут 2 изнаночные. Коса на 4 петлях, 4 лицевые, снова 2 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. 6 ряд вяжем, как смотрят петли. 7 ряд у нас с вами. Вяжем 2 изнаночные. Сейчас у нас в косе на 4 петлях перекрещивание направо. 4 петли снимаем на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами и провязали как 4 лицевые. Так, дальше идут 2 изнаночные. Приближаемся к косе на 13 петлях. Здесь у нас опять вяжутся просто 3 лицевые, путанка 7 петель, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И еще 3 лицевые остались. Так, дальше у нас идут 2 изнаночные и еще одна такая же коса на 4 петлях. Ну, его жгут в аранскому вязании называют. Снимаем 4 петли, перекрещивая направо. Первые 2 за работой. Следующие 2 высвободились, повесили их на левую спицу и все 4 вяжем лицевыми. Остались еще 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Так, 8 ряд будем вязать, как смотрят петли. Итак, 9 ряд. В 9 ряду
наш вот этот вот жгутик повторяется с первого ряда. То есть раппорт 8 рядов был, и вот мы его связали, и уже повтор раппорта пошел. Вяжем 2 изнаночные, 4 лицевые. Затем опять 2 изнаночные, приближаемся к нашей косе. На 13 петлях вяжем 3 лицевые, 7 петель путанка. Вяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И еще 3 лицевые остались. Связали косу на 13 петлях, вяжем 2 изнаночные, наш жгутик 4 лицевые, маленькая косичка. Дальше идут опять 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Так, связали. 10 ряд вяжем, как смотрят петли. В 11 ряду вяжем 2 изнаночные, в косе 4 лицевые вяжем, 2 изнаночные, приближаемся к нашей косе на 13 петлях. Сейчас будут перекрещивания у нас 6 петель направо. 6 петель вы можете воспользоваться дополнительной спицей, тем, кто так не умеет, да? Ну, можно научиться. Я беру 6 петель. И сейчас будет перекрещивание у нас идти. Смотрите, мы меняем местами. Первые 3 за работой, высвобождаю вот эти 3. Переснимаю их с помощью правой спицы, переношу на левую. И вяжу. 3 лицевые. А дальше вяжу лицевая, изнаночная, лицевая. Вот так. Затем по центру идет изнаночная. И следующие 6 петель перекрещиваю налево. Снимаю 6 петель. Первые 2 перед работой у меня идут. Следующие 3, то есть следующие 3 за работой. Так аккуратненько я их переношу на левую спицу. Вяжу. Первая идет лицевая, изнаночная, лицевая. И дальше уйдут 3 лицевые. Вот так. Дальше вяжем. Все, коса закончилась, раппорт. Вяжем 2 изнаночные. В другой косе маленькой 4 лицевые вяжутся и 2 изнаночные. Кромочная тоже изнаночная. В 12 ряду вяжем, как смотрят петли. В 13 ряду у нас идет с вами повтор, значит, раппорта нашей вот этой большой косы по центру на 13 петлях. То есть раппорт этого узора у нас составил 12 рядов, да, и 13 ряд это повтор с первого ряда снова. Вот. А в нашем маленьком жгутике мы еще продолжаем сейчас вязать. Вот, мы еще не дошли до следующего перекрещивания, то есть пока все как есть. Вяжем 2 изнаночные. В маленькой косичке продолжаем 4 лицевые. Снова 2 изнаночные. В нашем жгутике 3 лицевые. На 13 петлях 3 лицевые. Меняю местами. Сейчас путанка у нас идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И опять 3 лицевые. Это наша коса большая, на 13 петлях была. Дальше вяжем 2 изнаночные. В маленькой косе 4 лицевые. Снова 2 изнаночные. И кромочная изнаночная. Все. Затем переворачиваем наше вязание. И изнаночный ряд вяжем, как смотрят петли. Так, и смотрите. Значит, сейчас у нас будет с вами уже 15 ряд. В 15 ряду будет у нас перекрещивание в жгутике в нашем, ну, в маленькой косичке, я ее так называю, на 4 петлях. Вяжем 2 изнаночные. И снова повтор раппорта, да,
4 петли перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Поменяли их местами, провязали как 4 лицевые. Затем опять идут 2 изнаночные, начинается наша большая коса на 13 петлях, и мы вяжем. У нас получается уже идет раппорт, 3-й ряд, да, и мы вяжем 3 лицевые, дальше идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и 3 лицевые. Дальше тут 2 изнаночные, и в наш опять маленькая косичка, здесь опять перекрещивание, то есть раппорт у нас повторяется, вяжем 4 петли, перекрещиваем направо, меняем по 2 петли и вяжем их все 4 лицевыми. Затем у нас идут 2 изнаночные и кромочная изнаночная. Девочки, далее я буду вязать самостоятельно, свяжем, ну, еще потренируемся, несколько рядочков свяжем в высоту, да, вот, чтобы сравнить узор, чтобы он был похож действительно на оригинал. Вот, затем сделаем влажную тепловую обработочку. Вяжем по схеме. Девочки, я связала уже, значит, чуть больше в длину наш образец. Сейчас вот что получается, очень похоже на оригинал. Давайте сделаем влажную тепловую обработку образца и плотность посчитаем. Это очень важно для дальнейших расчетов. Горячим паром я обдаю наш образец и тяну его очень энергично в длину и в ширину. Он влажный, очень податливый такой. Хорошо тянется. Давайте еще повлажнее его сделаем. Выпрямим вот эти наши изнаночные, кромочные. Она у нас в расчете тоже участвует. Так. Расправили по максимуму. Все, оставляем сохнуть. А теперь измеряем, значит, нашу ширину узора. Итак, давайте ее вот так выпрямим еще разочек. Я всегда обычно вот так встряхиваю, да, и укладываю, чтобы она так естественно как бы уже приняла позицию. И прикладываю линеечку. У меня получается 14,5 сантиметров ширина вместе с кромочными. Всего участвовала 31 петля, делим на 14,5 сантиметров. Получаем 2,1. И мы запишем, что наша плотность в 1 сантиметре получается 2,1 петель, то есть умещается в 1 сантиметре вот эта цифра. А по вертикали то же самое. Вот так укладываем узорчик, прикладываем нашу линеечку и смотрим. У меня 13,5 сантиметров. Давайте посчитаем ряды. 34 ряда у меня здесь сейчас. И мы все это делим на 13,5 сантиметров. Получаем плотность 2,5. Давайте это запишем. В 1 сантиметре по вертикали 2,5 ряда умещается. А сейчас смотрим выкройку и делаем расчеты на разные размеры. Итак, сегодня у нас будет вот такая выкройка. Спущенный рукавчик, широкий рукав епископ. Такой, когда у нас резинка узкая и сразу идет в высоту широкая часть, скоса нет. Так, и давайте сразу решаем. Значит, начинается у нас спинка перед отдельно вяжется, боковые швы делаются, плечевые швы, да, все сшивается отдельно. Рукав также, все детали вяжутся отдельно. Значит, начинается с планки резинкой 1 на 1 на высоту 6 сантиметров. Далее у нас идут распределение узоров. Но сейчас самое главное нам определиться с размерами и с количеством петель, которые будем набирать на тот или иной размер. Для этого нам нужна была вертикальная и горизонтальная плотность. Итак, общей длиной изделия
56,5 сантиметров я делаю на все размеры. Эту величину вы, конечно же, под себя корректируете. По вашему усмотрению вы можете менять себе, делать здесь обычную классическую пройму, здесь делать окат рукавчика. То есть, пожалуйста, 1000 ваших желаний исполняются вами же самими. Да? Я сейчас вам предлагаю то, что я вижу на оригинале. То есть спущенный рукав, широкий крой. Свободный такой. Для размера 42-44 при ширине 49 сантиметров, то есть 42-44 размер, будет у нас ширина спинки переда 49 сантиметров, и это будет 103 петли набираться. Как определила 103 петли, я наши 49 сантиметров умножил на плотность по горизонтали, которую мы только что считали. Вот она, 2,1. Получилось 103 петли. Так, второй размер у нас будет с вами 46-48. Мы будем набирать с вами на этот размер 115 петель. И ширина будет 55 сантиметров. Третий размер у нас 50-52. Мы будем 59 сантиметров будет ширина спинки и переда. И в петельном эквиваленте это 124 петли. Вот все эти петельки написаны. Ширина спинки переда, соответственно, одинаковая у нас. Отличается лишь вырезом горловины. По переду он более глубокий. Так. Пройма у нас делается на первые два размера. Я сделала 22,5. На большой размер я сделала 25 сантиметров. Высота проймы. Соответственно, здесь рукав также будет 22,5 и 25. Но это половинчатая, естественно, в 2 раза увеличиваю. Так, по вырезу горловины сделала на все размеры 12 петель. Ой, 12 сантиметров, это 24 сантиметра. То есть в петельном эквиваленте, если умножать на плотность по горизонтали, это будет 49-49, и на третий сделал 50 петель, потому что должно быть четное число, у нас 124 петли идет. Так, ну что далее? Теперь самый интересный момент, как распределяются наши узоры. Как их расположить красиво, симметрично. Для этого внимательно посмотрим на схему. У нас с вами есть такие понятия, 3 понятия. 13 петель, это вот этот раппорт, 2 петли, это 2 изнаночные, и 4 петли, это наша вот эта маленькая коса. Ну, вот эта вот косица, да, на 4 петельках. 2 изнаночные, это между ними идут, 13 петель, это наша самая красивая большая коса. Вот, и... Что далее? Далее мы схематично рисуем последовательность выполнения этих узоров. 13, 2 и 4. Да? Они идут друг за другом. И мы определяем с вами, что положение узоров может быть разное. Конечно, я сейчас вам вот так схематично изображу. По центру идет 13 петель. Да? Это вот самая середина узора нашего. С двух сторон симметрично идут по 2 изнаночные. И далее идет 4 и 4 с двух сторон. Это наша коса. И еще 2 изнаночные. Затем опять идет на 13 петлях узор. Если мы возьмем и выделим в отдельный блок вот эти вот узоры, то есть 2 изнаночные, 2 изнаночные, маленькая коса на 4 петлях, опять 2 изнаночные и 13 петель, то в сумме это составит 21 петля. Очень легко именно таким раппортом нам с вами рулить, рисовать схематично. Так, и смотрите, что получается. Как располагаем узоры. Если мы возьмем с вами 5 раппортов по 21 петле, вот именно так, как они вот сейчас располагаются. Давайте посчитаем. 5 на 21, это будет 105 петель займет, да? Но нам надо, чтобы все было симметрично, правильно? А как будет симметрично, если мы с вами вот эти вот все раппорты еще добавим крайне левые вот эти 8 петель.
как они прямо здесь и представлены. То есть, смотрите, получается 5 раппортов по 21 петле. 1, 2, 3, 4, 5. Вяжите подряд. То есть, как они вот здесь располагаются. 2 изнаночные, 4 коса, 2 изнаночные, 13. Вот вы их друг за другом чередуете, эти раппорты, и все заканчивается вот этими крайними 8 петельками. Я пишу 8. Вот, теперь еще добавляем кромочные справа, кромочные слева. И в сумме, девочки, такое расположение узоров занимает 115 петель. Это наш с вами 46-48 размер. Вот, еще раз вам нарисовала. Так, теперь для следующих размеров берем маленький размер 42-44. То есть здесь я пишу 46-48. Сейчас разобрали. Спинка перед, да? Теперь спинка перед 42-44. Здесь немножко по-другому нарисуем. То же самое расположение узоров берем, да? Но начнем давайте так, с 13 петель. То есть 13 петель наш узор. Затем идут 2 изнаночные, затем идет 4 петли коса и опять 2 изнаночные. Вот так. В сумме это тоже те же 21 петля. То есть наоборот мы идем. Тут мы начинали вот отсюда, а здесь мы начинаем с этой косы. Но суть это 21 петля. Вот. И располагаем мы такой раппорт 4 раза подряд. Рисую. 4 раза. 1, 2, 3, 4 по 21 петле. И видно, что для симметрии здесь необходимо добавить такую же косицу вот сюда, да? 13 петель. Вот. И давайте добавим еще по 2 изнаночные. 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. Нехорошо, когда у нас с вами все начинается вот именно с косы, да, пусть будет изнаночная по бокам. Ну, соответственно, кромочная справа, кромочная слева. Вот такое расположение узоров в сумме дает 103 петли. И это 42-44. Наши размеры как раз то, что нас интересовало. Вот так располагаем. Это вот наш раппорт такой. 13, 2, 4, 2. Вот мы их расположили. Это 42-44 размер. Следующий у нас момент идет самый большой. 59 сантиметров, 124 петли. Располагаем, девочки, то же самое. Только берем не 4 раппорта, а 5. То есть 5 раппортов берем. 5 раппортов мы берем. Я пишу, значит, у нас размер 50-52. Располагаем мы точно так же. Раппорт у нас такой же, вот как здесь. И 5 раппортов. 21, 21, 21, 21, 21. 5. 13 изнаночных. 13 петель коса. И по 2 изнаночные справа, 2 изнаночные слева. Ну и, соответственно, 1 кромочная справа, 1 кромочная слева. И все это в сумме нам дает 124 петли. Вот. Такое расположение для 50-52. Понятно, да? Для 50-52 повторюсь, вот такой вот берется раппорт. Все начинается с 13 петель. И только для среднего размера у нас шло наоборот распределение. Вот отсюда шли с этих вот 2, 4, 2, и затем шло 13. 13 заканчивался раппорт. А здесь наоборот, поменяли местами, с 13 начинается, с этого узора. Так, теперь рукав. Ну по вырез горловины я уже сказала 49, 49, 50. И на плечи остается, вычитаем, 27, 33, 37. Как вот это оформить вырез горловины, более подробно и детально я разбираю под видео, девочки. Будет текстовое описание. Сейчас на этом останавливаться не буду. Эти скругления я там все описываю. Почитайте под видео описание. Теперь меня интересует рукав. По низу рукавчика мы тоже набираем там, ну вот тут вот есть ширина. Значит, набираем резинку.
давайте 48, давайте 46-48 петель берем резиночку. Я там напишу более детально, сейчас не помню уже. Я уже это написала текст, но не помню, сейчас не буду врать. Значит, набираем нужное количество петель, вяжем резинку 1 на 1, это планка наша, на высоту 6 сантиметров. Далее идет резкая прибавка. Резкая прибавка будет такая у нас, что мы каждую петлю удваиваем. И доводим, значит, в первом случае 94 петли, во втором 105 петель. Первые два размера будет по 94 петли. И 105 петель для третьего размера будет у нас рукав доведен вот до такого совершенства. Удваиваем, да? И как располагаем узоры в этом случае? В этом случае у нас будет расположение, вот я пишу рукав. Смотрите, 94 петли. 94 петли. Это 4 раппорта по 21 петле. 4 раппорта по 21 петле. То есть не вот тут, не тут, вот как мы делали с вами 5 раппортов, а 4 раппорта, 8 петель у нас добавляется и по кромочной справа-слева. То есть берем вот этот раппорт. В сумме, смотрите, получается 21 умножить на 4, это 84, плюс 8 петель для симметрии, 2 кромочные, вот 94 петли получается. И я вам рисую рукав, раппорт для первых двух размеров будет у нас вот так выглядит. Мы уже это с вами сейчас делали. Вот такой раппорт. То есть начинается 2 изнаночные, 4 петли коса, 2 изнаночные, заканчивается все вот такой раппорт 13 петлями. Вот. И 21 петля в сумме. И у нас рукавчик будет 4 раппорта таких. То есть я пишу 21, 21, 21, 21. Добавляем для симметрии вот эту вот также 8 петель, 2, 4, 2. В такой же последовательности 8 петель, да? Ну и кромочные. Вот это вот у нас 94 петли. Кромочная справа, кромочная слева. И это рукав 94 петли. Вот так располагается узор. Это раппорт. Для третьего размера, это первые два размера. Для третьего размера петельки будем распределять. Смотрите, 103 петли у нас, да? Вот то же самое берете. Вот такое же распределение петель. Как вот мы для 42-44 набирали. И раппорт будет вот такой. 1 в 1 берем для рукавчика для третьего размера. Понятно, да? Вот, девочки, все, что я хотела вам сказать. Довольно, конечно, такое обширное получилось у нас нагромождение этих узоров. Без них, конечно, не обойтись. Это очень важно, чтобы симметрично, красиво. Но, в принципе, все доступно и понятно. Вот. Я желаю вам удачи, связать этот веселенький джемперочек, чтобы он вас долгое время радовал. И до новых встреч!